Видимо, власти не хотели придавать значение тому, что кости могли принадлежать таинственным гигантам-нефилимам или одному из их потомков. Пожалуй, самая интригующая и самая известная история о настоящих гигантах принадлежит никому иному, как знаменитому исследователю Фернандо Магеллану. Самый маленький скелет из 60 исследованных был длиной 7 футов 8 дюймов, а самый большой 11 футов 1 дюйм. От священных земель и через океаны до земель индейцев все самые ранние письменные и устные рассказы о человечестве говорят о продвинутом порядке существ, обычно называемых гигантами. Предполагается, что эти гиганты были гибридным видом, созданным развитой цивилизацией, которая правила Землей перед последним великим потопом около 11 500 лет назад. Фольклор Древней Европы полон историй, в которых гиганты сражаются друг с другом и строят массивные каменные монолиты. В прошлом выпуске мы говорили о книге Еноха, нефилимах, наблюдателях и ануннаках. Сегодня мы еще глубже погрузимся в тезис о существовании гигантов. Легенды о гигантах переплетаются во всех культурах и эпохах. Сегодня настало время рассмотреть доказательства под новым углом и с открытым сердцем. Добро пожаловать в новый эпизод скрытой реальности. Академическая наука говорит нам, что гиганты, циклопы и другие подобные существа не более чем мифы, а кости, которые древние люди считали костями гигантов, были неверно истолкованы и являются не более чем костями доисторических животных. Такова официальная версия, когда обсуждается тема древних гигантов, но похоже, в этой истории есть много нового, возможно, даже слишком много, чем многие готовы признать. В Библии рассказывается о 36 племенах великанов, сражавшихся за контроль над Святой Землей после Великого потопа. Считается, что эти гигантские племена были потомками нефилимов, или существ, созданных в результате скрещивания между падшими ангелами, или, как описано в книге Еноха, между наблюдателями и женщинами. Пытаясь уничтожить деяния, совершенные наблюдателями, боги послали великий потоп, чтобы восстановить человеческую цивилизацию, однако некоторые из нефилимов выжили. Прежде чем мы продолжим, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выпуски каждую неделю. У нас в запасе огромное количество интересного материала и тем. Я очень рад сообщить вам, что с этого момента вас ждут еще больше интересных вещей. Я не могу сказать слишком много, как бы мне этого не хотелось, но особенно следите за шоу на YouTube. Посты, которые я размещаю на канале, страницы на Facebook, они действительно будут стараться иметь самую свежую информацию, когда будет что-то новое, чем можно поделиться. Поклоны, спасибо, оставайтесь до конца, предлагайте новые темы в комментариях. Этот эпизод скрытой реальности спонсирован моими друзьями из Blanco Dent. Уделите несколько секунд тем из вас, кто понятия не имеет о Blanco Dent. У них есть замечательная миссия – заменить зубной налет как можно большего количества людей на 100% натуральный зубной налет, который не содержит воды, очищает, питает и укрепляет зубы в 10 раз лучше, чем все известные нам средства, продающиеся в магазинах. Некоторые из вас хорошо знают Blanco Dent, пользуются им и очень довольны. Вы знаете, что мы не делаем рекламу того, что не приносит пользы и не работает. С тех пор, как я пользуюсь Blanco Dent, это выдающийся продукт. Я не использовал и не собираюсь использовать никакую другую зубную щетку, потому что она действительно работает. В Blanco Dent нет адгезивов, нет бактерий, нет саморазмножающихся веществ, которые могут образовывать новые вирусы, а непривычная зубная паста, которую мы используем на волокнах щетки, со временем накапливает все больше и больше бактерий, и ее невозможно полностью смыть, что со временем делает ее очень антисанитарной. Но не так с Blanco Dent. Говорю вам об этом, это отличный опыт. Если вы хотите попробовать, купите набор, просто попробуйте его в течение месяца и убедитесь в разнице сами.
Не верите, просто попробуйте и судите сами, но в любом случае продукт действительно очень хорош. Иначе, повторюсь, не было бы рекламы. Сейчас проходит акция, если вы приобретаете 2 набора, то есть 2 упаковки и 2 коробки, то один набор достается вам дополнительно бесплатно. Заказать можно по телефону, указанному выше на экране, или по ссылке, информация в описании. Одно из этих гигантских племен – амаликитяне, которые зародились на юге Аравии, а затем мигрировали на территорию современного Израиля. Учитывая их роль в древней истории, кажется разумным, что в жилах амаликитян текла чистая ДНК нефилимов. Числа 13-28 подтверждают, что амаликитяне были не только древними, но и напрямую связанными с нефилимами, древнейшей расой гигантов, давшей начало Анакиму или сыновьям Анака. В прошлые времена там жили енимы, народ великий, многочисленный и высокий, как Анаким, которые тоже считались гигантами, как Анаким, но моавитяне называли их енимами. Также считалось, что это земля великанов. В древности там жили великаны, и яманитяне называют их замзуминами, потому что из остатка великанов остался только Ог, царь Башана. Вот. Постель его была постелью железной. Разве не было в Равве сынов Аммоновых 9 локтей длины и 4 локтей ширины по локтю человека? Рефаимы, также анакиты или авимы, были древним библейским народом великанов, живших во времена Авраама. Они населяли Палестину или Ханаан и Моав. В Библии рефаимов также называют анакитами. Пророк Исаия заявил, что Господь уничтожил их, истребив всякую память о них. В память о рефаимах остались названия Мегалит, Колесо духов и Долина рефаимов в Израиле. В конце 1930-х годов на горе Кармель в Израиле была обнаружена коллекция гигантских костей. Позже эти гигантские кости исчезли, а внимание было отвлечено на новые находки костей неандертальцев. Видимо, власти не хотели придавать значение тому, что кости могли принадлежать таинственным гигантам-нефилимам или одному из их потомков. Ведь в Библии упоминаются имена 22 великанов – Арба, Ог, Белесат, Огиас, Гог и Магог, Гог-Магог и так далее, причем большинство из упомянутых великанов были правителями и царями. Пожалуй, самым известным древним великаном из Библии является Великий Нагой. В книге Царств 17:4 говорится следующее. Из стана филистимского вышел чемпион по имени Голиаф, который был из Гата. Рост его был 6 локтей и 1 фут. На голове у него был бронзовый шлем, а на руках бронзовые доспехи весом в 5000 сиклей. Хотя в наши дни история о Давиде и нагом человеке воспринимается как детская сказка, когда-то она была не просто моралью. Она воспринималась как часть истории. Другой древний великан, конечно же, легендарный Гильгамеш. Это был первый герой древнего мира. У нас также есть передача, в которой очень подробно описана часть эпоса о Гильгамеше. В ней рассказывается о таинственных 7 мудрецах из Эдфо, а также о библейской истории Ноя и об одном из потопов. Вы можете увидеть их ниже в описании. Очень интересные передачи. Гильгамеш считается историческим строителем и правителем города Орук около 5000 лет назад. Поэма, описывающая его приключения, является древнейшей поэмой эпической поэзии. Интересно то, что поэма или эпос о Гильгамеше также содержит миф о потопе, найденный 1000 лет спустя в Библии. Гильгамеш был сыном богини Нинсун и царя-жреца Лугульбанды. Он правил 126 лет и обладал сверхчеловеческой силой. В эпосе Гильгамеш описан как славящийся своим огромным ростом и превосходящий всех других царей. А на глиняных табличках он изображен в виде сверхвысокого человека, держащего в руке льва.
Если сравнить длину льва с ростом изображенного Гильгамеша, то его рост должен был составлять около 5 метров. Древние земли Египта также наполнены таинственными памятниками и историями о гигантах, которые можно увидеть в иероглифах на стенах древних храмов. На изображениях некоторых фараонов хорошо видна ошеломляющая разница в росте, которую нельзя объяснить просто художественной свободой. Рассказывают, что в Делезианском Тоиду при исследовании развалин древнего храма езидов на берегу Нила, в 16 милях от него, ниже Джар-Джафара, профессор Тиммерман обнаружил ряд гробниц, в которых была похоронена какая-то доисторическая раса гигантов. Самый маленький скелет из 60 исследованных был длиной 7 футов 8 дюймов, а самый большой 11 футов 1 дюйм. Это примерно 310 дюймов в высоту. В 2001 году археологи из университета Ховарда извлекли из гробницы Пятой династии на кладбище 2500 в западной части Гизы скелет, известный как гигант Малхерн из Гизы. Хотя рост скелета составлял всего 6,5 футов, череп и челюстные кости были необычайно велики, настолько, что ведущие ученые объявили гиганта Малхерна первым случаем гигантизма в Древнем Египте. Однако череп был скрыт от ученых, а останки сразу же засыпали землей. Историки обнаружили такие же гигантские саркофаги, но без мумий в них. Существование гигантов, безусловно, объясняет перемещение многих мегалитических сооружений и памятников по всему миру, которые до сих пор не имеют объяснения, как они были перемещены, как они вообще были построены. Например, южный камень в Бальбеке, Ливан, который весит поразительные 1242 тонны. На горе Шария в Южной Сибири исследователи обнаружили массивную стену из гранитных валунов. Некоторые из этих гигантских гранитных валунов, по оценкам, весят более 3000 тонн, что вдвое больше, чем в Ливане. Как они были расположены таким образом? Интересно отметить, что первоначальное название Стоунхенджа – «Кольцо гигантов». Стоунхендж – это более позднее саксонское название, которое переводится как «висячие камни». В Сирии, в древнем храме Айндара, во дворе, ведущем к святилищу храмового гиганта, сделавшего эти следы, отчетливо видны несколько огромных отпечатков ног длиной в 3 фута. Его рост должен был составлять не менее 4-6 футов. В 2005 году группа российских ученых во главе с профессором Эрнстом Молдашевым, который в свое время был в Москве, обнаружила следы, оставленные великаном. Эрнстом Молдашевым объявила, что недалеко от места следов великана Вайндары и по всей Сирии были обнаружены многочисленные могилы гигантов, но по разным причинам, от идеологических до политических, они не стали их раскапывать и недостаточно изучили. Гиганты также являются частью кельтской, греческой и римской мифологии. Они также упоминаются у индусов, буддистов, скандинавов и даже в японской культуре. Даже в Болгарии сохранились следы великанов. Но я оставлю исследование на ваше усмотрение. Если вас интересует, где в Болгарии находятся эти вероятные следы гигантов, сделайте это и оставьте комментарий под этой трансляцией. Мне не терпится увидеть, что вы напишете. Ирландская мифология, например, полна захватывающих историй о великанах, одна из которых – легенда о гигантских мореплавателях-фаморах и их предводителе Балоре, который привел их к ирландским берегам, пережив Великий потоп. Никто не знает, откуда пришли Балор и его фаморы, но многие ученые предполагают, что они являются потомками великанов, пришедших из древней Атлантиды. На древних британских землях, в Англии, Шотландии и Уэльсе находится множество мегалитических памятников, которые, по легендам, были построены выжившими атлантами. Древняя Британия даже называлась Обион в честь одного из гигантских царей Атлантиды.
Возможно, в доисторические времена Атлантида даже была частью острова Ирландия. Некоторые ученые считают, что ирландская Атлантида была затоплена в результате потопа, вызванного изгоем кометы, который привел к сдвигу земной коры. Гиганты Атланты, пережившие катаклизм, могут быть ответственны за мегалитические сооружения в Европе и за ее пределами. В XVI веке, или, если быть честным, в 1500 каком-то году началось освоение побережья Америки и были обнаружены новые следы гигантов. Во время морских экспедиций 3 капитана испанских кораблей, а также сэр Фрэнсис Дрейк и капитан Джон Смит сообщили о существах гораздо выше туземцев. Вот что писал о них капитан Джон Смит. Саски-Саханос. Люди, похожие на великанов. Они измерили икру ноги самого крупного человека и обнаружили, что она составляет около 3/4 ярда, а все остальные конечности были пропорциональны. В 1519 году испанский исследователь Алонсо Альварес де Пинеда нанес на карту северное побережье Мексиканского залива, отметив различные реки, заливы, ориентиры и потенциальные гавани. Недалеко от места впадения реки Миссисипи в Мексиканский залив он обнаружил большой город и около 40 туземных деревень в его окрестностях. Пинеда описывает племена, поселившиеся у реки, как расу гигантов высотой в 10-11 пальм и расу пигмеев высотой всего в 5-6 пальм. Возможно, самый интригующий и самый известный рассказ о настоящих гигантах принадлежит никому иному, как знаменитому исследователю Фернандо Магеллану. Между 1015 столетиями и 52 годами Магеллан предпринял свое самое знаменитое путешествие. Это была смелая экспедиция в поисках хорошего пути к островам Малуку в Ост-Индии, ключа к стратегически важной и очень прибыльной торговле припасами, которая в конечном итоге приведет к первому успешному кругосветному путешествию. Магеллану было поручено командование 5 кораблями. Достигнув Южной Америки, экспедиция сталкивается с загадочным зрелищем. Вот отрывок из дневника официального летописца и архива Фернандо Магеллана. Покинув это место, мы наконец достигли Антарктического полюса. Поскольку была зима, корабли вошли в безопасную гавань для зимовки. 2 месяца мы провели в этом месте, никого не встречая. Однажды мы вдруг увидели на берегу гавани обнаженного человека гигантского роста, который танцевал, пел и бросал пыль себе на голову. Капитан генерал Магеллан послал одного из наших людей к гиганту, чтобы тот совершил те же действия в знак мира. Сделав это, люди отвели великана на островок в присутствии генерал-капитана. Когда великан оказался в присутствии генерал-капитана и нас, он очень удивился и стал делать знаки поднятым вверх пальцем, полагая, что мы пришли с небес. Он был так высок, что мы могли достать ему только до пояса и при этом отличался хорошими пропорциями. Капитан назвал таких людей патагонцами. Важно отметить, что этому человеку было поручено записать как можно более точные записи того, что произошло, независимо от того, что происходит, было ли это кажется или является экзотическим, странным, обычным, скучным, веселым или неприятным. Этот человек несет ответственность не только перед командиром плавания, но и перед королем и страной за свои рассказы очевидцев, как за полную, точную и достоверную запись событий, произошедших во время плавания. Учитывая его должность и обязанности, можно ли доверять его показаниям о совместном проживании гигантов, стоит ли принимать их как фактическую информацию от безупречного свидетеля? Спустя годы в Серме 15 и 21 также появился рассказ Эрнардо де Зота, другого исследователя, который столкнулся лицом к лицу с многорогими гигантами во время своих приключений по юго-восточной части нынешних Соединенных Штатов.
Десото отправился из залива Тампа во Флориде с контингентом в сотни человек и на протяжении своего маршрута якобы часто встречал племена туземцев, которыми правили великаны. Один из них – вождь Тускалуза, которого можно встретить на западе Алабамы и о котором говорят, что это громадный человек, возвышающийся над всеми остальными. Говорят, что конкистадор Франсиско Коронадо также столкнулся с племени гигантов, когда он выполнял свою миссию на юго-западе в поисках легендарного Эльдорадо. В некоторых случаях были найдены вещественные доказательства существования этих гигантов, как, например, в случае с конкистадором Берналем Диасом дель Кастильо, который служил под началом Эрнандо Кортеса во время испанского завоевания Мексики. На страницах его подробного отчета о завоевании и последующем крахе империи ацтеков содержится странный рассказ о расе гигантов, которые, как утверждают индейцы племени Телескотек, когда-то населяли эту территорию. Затем руководство племени предоставляет останки этих таинственных гигантов в качестве доказательства, о котором пишет Кастильо. Они рассказали легенды своих предков о том, что очень высокие мужчины и женщины с огромными костями когда-то жили среди них, но, будучи очень плохими людьми с очень плохими обычаями, сражались с ними и убивали их, а те из них, кто остался, исчезли. Чтобы показать нам, насколько велики были эти гиганты, они принесли нам кость из ступни одного из них, который был ростом с обычного человека. Мы все сокрушались при виде этих костей и были уверены, что в этой земле наверняка жили великаны. До сих пор сохранилось множество рассказов и историй о великанах, населявших земли Америки в эпоху освоения, но они почти исчезли из истории, чтобы, конечно же, быть забытыми. Однако некоторые вещи невозможно забыть, потому что они буквально записаны в камне. Именно так обстоит дело с гигантским отпечатком ноги в Южной Африке. Это самый резной наскальный отпечаток, найденный на Земле на сегодняшний день. Обнаруженный в каком-то году фермером по имени Стофель Катси во время охоты, он остается одним из самых противоречивых объектов в археологии и геологических исследованиях. Длина отпечатка составляет около 4 футов или 1,3 метра, что позволяет предположить, что оставившее его существо было ростом от 24 до 27 футов или 7-8 метров. Отпечаток известен местным жителям как отпечаток Бога или отпечаток Голиафа, а по всему региону ходят истории о древних гигантах. Скептики отвергают гигантский след, утверждая, что он образовался в результате естественной эрозии. Однако профессор Питер Вагонер из университета Порт-Элизабет в Южной Африке говорит, что вероятность того, что маленькие зеленые человечки прилетели из космоса и слизали его своими языками, гораздо выше, чем вероятность того, что он образовался в результате естественной эрозии. Судя по перечисленным находкам и многочисленным рассказам, о которых мы уже говорили, вполне возможно, что гиганты действительно существовали. В XIX и начале XX века в Штатах очень часто, почти еженедельно появлялись газетные заголовки об обнаружении древних гигантских скелетов, и для человека это казалось вполне нормальным. Встретить новость, например, о том, что на землях Ред-Ривер обнаружен череп героического размера и уникальной формы. Однако сегодня ни одно новостное издание не упоминает о древних гигантах или находках костей. А если где-то и обнаруживают гигантский скелет, то его непременно засекречивают и скрывают от общественности. Возможно ли, что где-то, в каком-то отдаленном месте, вид этих загадочных существ все еще жив и скрывается от человечества? Мы не можем закончить эту передачу, не упомянув о самой известной встрече с гигантами, которая произошла не в древности, а в 2002 году. Об этом событии, которое до сих пор засекречено правительством США, стало известно в популярном радиошоу, в котором, после того, как свидетели события анонимно рассказали свои истории.
События, как утверждается, произошли в 2002 году в пустынях Афганистана, когда исчезает подразделение армии США и на поиски случившегося отправляется другой отряд специального назначения, солдаты достигают входа в большую пещеру. Вокруг пещеры разбросаны куски разбитой американской военной техники и снаряжения, на которых видны следы крови. Согласно сюжету, отряд направляется в пещеру на поиски своих потерянных солдат, когда красный гуманоид 13 футов ростом вышел и яростно набросился на них. По словам очевидцев, гигант пронзил одного из солдат своим длинным копьем, мгновенно убив его, прежде чем остальные члены отряда смогли расправиться с ним, стреляя ему в лицо в течение 30 секунд. После того, как гигант падает замертво, оперативная группа входит в пещеру и находит останки человеческих костей, что наводит солдат на мысль о том, что существо является каннибалом. Когда о происшествии сообщают в штаб, тело гиганта упаковывают и грузят в вертолет, чтобы переправить в секретное место в США для изучения. По оценкам команды, перевозившей тело гиганта с места обнаружения в США, он весил около 500 фунтов. На нем также был ошейник из шкуры животного. Если действительно существовал живой гигант, который столько лет прятался в пещерах Афганистана и успешно оставался необнаруженным, то справедливо задать вопрос: является ли он единственным на всей планете и нет ли других? Неважно, будет ли ответ «да» или «нет». Древние цивилизации на протяжении веков оставили нам множество интересных закодированных посланий. Древние философы, мудрецы, исследователи посвятили своей жизни идее и стремлению докопаться до истины. Мы сами никогда не можем знать на 100%, так это или нет, но труба, волнение, путешествие, чтобы добраться до истины, путь к тому, копнуть чуть глубже и вывести эту скрытую в кавычках реальность на поверхность, в нашу реальность. Вот что делает нас исследователями и творцами жизни. Я кланяюсь и благодарю вас за то, что вы такие в каждом шоу, которое мы для вас делаем. Это огромное удовольствие для меня, всех, кто участвует в шоу, и всей нашей команды. Спасибо, что вы с нами. Предлагайте новые темы ниже в описании. Что вы думаете о гигантах? Существовали ли они, по вашему мнению? Дайте мне знать ваш ответ в комментариях. Поклонитесь и поблагодарите меня, и до встречи в следующем эпизоде.